После Нагара я наконец добрался до Манали. Но настоящий Манали начался не с курорта, а со старого города. Храм Ману, узкие улицы и влажный гималайский воздух. Потом город уходит в лес, и среди кедров появляется храм Хадимба. Вечером огни, Манали и маленькая награда на балконе. А на следующий день начинается трек через Гашал к реке Биас. Горячая Алюпарата и дальше Вашишти. Саду, храм и горячие купальни. Я еду через Индию к Гималаям, от шумного Дели и дорог Манали к Ладакху, древним монастырям и далекому Занскару. Это путь в другую Индию, возвращение в Шамбалу. После дождливого посещения королевского дворца оставалось только позавтракать и выдвигаться в сторону Манали. Прекрасное, симпатичное кафе в Нагаре. Владелец отеля «Такстей» организовал такси за 1200 рупий до Манали. Водителя, как вы уже догадались, звали Ахмед, и он очень любил за рулем покушать. Сладенькая рисовая кашка. Здесь очень популярна вот такая бесплатная еда для водителей и гостей. Ее раздают на улице. Все с удовольствием берут по несколько штук. Ну и, конечно, вопрос, что он дальше делает со стаканчиком. Прошу обратить внимание на постановку его правой руки. Каким изящным движением он... Вот так используется мусор. Мы не пропускали ни одной возможности на шару получить еду. Интересно, с тарелочкой будет все посложнее. Было любопытно посмотреть, как он будет использовать ложечку в этой ситуации. Но оказалось, что ничего принципиально нового наш Ахмед не придумал. Дорога заняла где-то час времени. Старый Манали находится на высоте где-то 2000 метров над уровнем моря. Здесь уже более прохладно, но все равно летом дни довольно жаркие. Манали – последний населенный пункт перед большими Гималаями. Дальше начинаются перевалы, которые останавливают тяжелые дождливые тучи и влажный климат центральной Индии. Просто заросли, как репейник растет. Это Ману Темпл. Ману – это такой индийский эквивалент Ноя, который во время Большого потопа всех спас. Где-то здесь, на горе. И, собственно говоря, поэтому город называется Манали. В Азии и на Востоке есть одна общая традиция. Перед входом в дом или в храм нужно снимать обувь.
Прикольно, крыша покрыта каменными плитами. Такая черепица химачальская. Very delicious apple. Ача сеп, बहुत अच्छा. Вообще Химачал-Прадеш — это рай для фотографирования и видеосъемок. Люди очень доброжелательные и не стесняются фотографироваться. Ой, глаза! Все химачальские радости. Трава и яблоки. Едет и ржет. Мы сейчас с вами совершаем прогулку по всем улочкам и дворикам старого Манали. Ну здорово, Манали — это чудесный город. Мне очень нравится, старинный, вообще атмосфера суперская. Никого нету, самое мое любимое состояние. Звучит местная речь. Любят, но не все любят сниматься. Даже собаки тут дружелюбные, пушистые, симпатичные. Но смущаются съемок. Эта речка – естественная граница между старым Манали и Манали. Проходя по этому мосту, вы попадаете в кедровый лес. Слышите звуки? Бешеные цикады. Мы с вами телепортировались в Карелию. Какие камни, какие сосны. Это парк между старым и новым Манали. Очень хорошо здесь. Вот этот прекрасный жук, хотел сказать, прекрасное животное, орет на весь лес. Одним словом, из старого Манали в новый Манали можно совершить прекрасную прогулку, которая займет где-то около часа. Называется храм Хадимба. Хадимба Темпль. Кто такая, еще не знаю. Рядом с храмом почему-то очень популярно сфотографироваться с пушистым ангкорским кроликом. Храм по периметру украшен рогами и черепами убитых животных, чтобы охранять от злых духов, конечно.
Храм построен вокруг скалы, которой жители поклонялись как божеству. Вот она какая Хадимба, тайком снял. Внутри храма я получил благословение Брамина и пару рисовых зернышек. Это был Хадимба темпл. Хорошее место. Очень уютное место. Такое же уютное, как в Нагаре. Очень доброжелательные люди. И симпатичный священник улыбнулся, когда заметил, что я снимаю. Хотя мог бы наорать, как это было в Южной Индии. Это Новый Манали, торговая улица Мау. Повязали тут немцы нашу деревню, и тут я смело выхожу вперед, поднимаю руку, говорю: минуточку. Тусовочка. Манали – это довольно современный райцентр с большими магазинами и ресторанами. Новый Манали, в отличие от старого Манали, это место тусы индийцев. В старом Манали тусят белые обезьяны. Храм Дурги в Манали исполнен в стиле пагоды. Обратно в Старый Манали можно доехать на рикше за 200 рупий. Дяденька обучает ювелирному мастерству. Можно приехать и научиться делать всякую хреньку на продажу. Shalom. We came back. Старый Манали, да и в целом индийские Гималаи – очень популярное место у израильской молодежи. Ночной Старый Манали. Ну, это самый прекрасный момент дня. Посмотрите, какой я химачаленный в конец. От дедушки химачальского шапочка с прекрасного храма Хадимбы, точечка, тикка, или как это называют, благословенный я теперь. И сижу на балкончике с прекрасным видом на туман, который закрывает потрясающие горы, которые, может быть, завтра я увижу. Гималаи, кстати. Самое главное, ради чего сюда ехал я, это Kingfisher. Ребята, Kingfisher Strong, the best. Все, разрешите мне наконец-то пригубить это. Ой.
Манали – это одно из излюбленных мест для любителей пеших прогулок. И сейчас мы с вами прогуляемся по одной из многочисленных троп из деревни Старая Манали в Гашау и оттуда в деревню Вашиш. Ну вот он, Вашиш, я думаю, судя по величине города. Еще при выходе из деревни привязались две собаки, которые следовали повсюду и показывали дорогу. Это водопад Йогини. Джогини. Химачальские яблочки – наше все. Штат Химачал-Прадеш считается самым яблочным штатом Индии. Он обеспечивает этим фруктом всю страну. Псина, пошли дальше. Хватит жрать. Все бобики на месте. Козьи тропы в Манальских Гималаях. Ну, это такой общеизвестный хайкинг. Прогулочный. С красивыми очень видами. О, жердячка. А? Вот эта тема. О, видно водопад. Вау. Опа-на! Вот оно. Ой-ой-ой-ой-ой. Пис. Хочешь яблоко? Не будешь? Yes! Дорога, дорога, дороженька асфальтированная. Блин, это пипец. Если бы не палка,
или мои замечательные кроссовочки с Декатлона. Там очень опасно. Глина, скользко, вода, тропинки исчезают в зарослях. Соскользнуться можно и свалиться. Ну, не сильно много свалиться, но так. Вот так. Короче, по склону, где старый Манали, лучше не ходить. Хотя там видео очень красивое. Лучше низенько, так, вдоль речечки, по асфальтику. Это будет то, что надо. Видимо, здесь написаны рекомендации сумасшедшим путникам из России, которые решили покорить эту сторону Гималаев. Ты динозавр. Долго ли, коротко ли, набрели на какую-то деревеньку. Что-то не очень одобрительно он смотрит. А это одобрительно смотрит. Хорошо. Да, деревья мощные тут. Давайте немного понаблюдаем за жизнью химачальской деревни. Посмотрите, какие лица. Здравствуйте. Интересно, что это такое? Похоже на пилу. मेरी गोरी गोरी ओ मेरी गोरी गोरी मंग दी कलाई वे पीलियां ले दे चूड़ियां वे पीलियां ले दे चूड़ियां ओ जिन माई जे चले ओ जिन माई जे चले ओ पटियाले Очень приятная деревушка, замечательная, добрая атмосфера. Полная идиллия. मेरे कोल वे तेरे मिठड़े वे तेरे मिठड़े लग दे बोल लारा लपा लाई रखया Это река Биас. На той стороне находится Вашишт, куда нужно попасть. Вот какой-то мостик на ту сторону. Очень интересно, сможем ли мы пройти или нет.
Наконец-то появилась возможность перекусить. Я заказал себе алю-парату. Лепешка с картошкой внутри. Делают парату. Надо это, видимо, все размазать и скрутить. Внутри там, говорят, картошка. Ну, посмотрим. И лепешечка с мухой. Прекрасно. Мой друг Мирадос. Вкусная лепешечка. Вашишт. Так стираются вещи в Индии. Кстати, это все куртки трекинговые. Так что, когда вы заходите делать трекинг в Манали и снимаете тут куртки, не забывайте, что моют их всегда тщательно. Вот в этой луже. Водопад Джогини все ближе. Надо бы завтра сходить к нему. Таким образом, выйдя рано поутру из старого Манали, можно совершить замечательную круговую прогулку через деревню Гашал, пересечь речку Биас и прийти в Вашишт. Потом, конечно, нужно взять тук-тук и доехать с комфортом до отеля Манали. Намасте. Ну вот, потихонечку пришли в Вашишт. Узенькие маленькие улочки, снимать невозможно. Зато все слышно. Симпатичненький такой Вашиштик. Вашишт – это деревня, расположенная в 3 километрах от Манали, за рекой Биас. Эта деревня известна своими сернистыми источниками с горячей водой. Считается, что вода из этого источника обладает огромной целебной силой, которая может вылечить многие кожные заболевания. Вашишт освящен 3 главными храмами, посвященными Господу Вашишту, Господу Шиве и Господу Раме, построенными прямо рядом с источниками. Деревня названа в честь древнеиндийского мудреца Вашишта, который здесь обучал молодого Раму. Это храмы Вашишта, здесь находится купальня. В этом храме находится женская купальня, а чуть выше по улице мужская. Удивительный старик. Мягкие движения, взгляд,
Все какое-то особенное. Купальни мужские.